Почему Resident Evil Requiem ломает жанр привычного survival horror? До этого игроков годами приучали к скрипту. Слышишь тяжелые шаги Немезиса? Беги, потому что все, на что ты способен в этой игре, не умереть первым. Но вот с Грейс все вообще не так. Да, она начинает еще больше жертвы, чем ее предшественники. Перепуганная, безоружная, зажатая в угол вообще всеми, кто встречается на пути. Но чем дальше она продвигается, тем больше этот мир уже боится ее. Сегодня я не просто разберу историю Грейс, но и расскажу, как именно Resident Evil Requiem переворачивает все с ног на голову. Потому что это очень необычная игра, ведь жертва здесь превращается в того, кого боятся монстры. Резака, если совсем уж откровенно, всегда про одно и то же. Я запирает наедине с тем, что нельзя убить. Мистер Икс, Немезис, Папаша Бейкер, Леди Димитреску. Что-то огромное, неубиваемое, прет за тобой по пятам, а ты слаб, с пустым магазином и смазываешь пятки. Но каждый раз к финалу случается одна и та же магия. Неубиваемая умирает от твоей руки. И ты из жертвы превращаешься в того, кого теперь боятся. Почему так происходит? Да потому что это игры про преодоление страха. Тут я хотел бы извиниться немного за свой голос, я тут немножечко приболел, поэтому дальше вы будете слышать, как я тут чуточку гнусавлю. Смотри, у меня годами было железное убеждение. Как только в хорроре герою дают арсенал, типа все, страх кончился. Survival превратился в экшен. Я в это искренне верил. Но заходя дальше в жанр, я начал понимать, что это не совсем так. Survival хоррор никогда и не обещал тебе вечную беспомощность. Он предлагал эволюцию. Ты выживаешь, ты откисаешь, ты грузишься, ты задрючиваешь карту и механики. И все это ради одной вещи в конце. Ради ощущения, что ты вырос. Страх, который не кончается, да это не хоррор, а пытка. А вот страх, который ты прожил и перерос, вот это уже катарсис. И моя мысль на сегодня простая. Арка Грейс в Requiem — это эталон того, как надо. Но чтобы доказать, что Resident Evil Requiem — это великий шедевр, надо начать с самого дна, с той самой секунды, где Грейс еще никто. Итак, Грейс — аналитик ФБР, кабинетная мышь, человек, который привык к базам данных, а не к нечисти. А фанаты постарше еще и дернутся от фамилии. Да, это же дочь Алисы Эшкрофт, журналистки, выжившей в Ракун-Сити. Эксклюзив PS2, серия Outbreak. Кровь выживших. Правда, не совсем, потому что она приемная. Только Грейс об этом пока не догадывается. По типажу она классическая выжившая девушка. Final Girl из слэшер. Та самая девочка, которая весь фильм визжит и прячется. Вопрос лишь в том, доживет ли она до той сцены, где визжать начнут уже из-за нее. И вот сразу маленькая инструкция на весь ролик. Забудь на секунду про монстров и патрон. Следи за ее телом. За взглядом, за плечами, за тем, как она держит руки. Капком вшила всю арку Грейс не в циферке урона, а в ее осанку. Это ее личный датчик страха, и он здесь точнее, чем любой индикатор в интерфейсе. Requiem не дает тебе разогреться, и ты это понимаешь задолго до всякого монстра. Смотри, как игра методично опускает тебя вниз, шаг за шагом. Разговор с начальником. Посмотри внимательно на ее позу. Взгляд потуплен, избегание зрительного контакта, язык тела. Все говорит о ее закрытости. Это первый замер нашего датчика, и стрелка тут в самом низу. Запомни эту сгорбленную фигуру, потому что в самом конце ролика мы вернемся ровно к этой же сцене, и ты ее не узнаешь. Далее Грейс просто идет по городу, зажатая, сутуленная, будто бы хочет стать невидимкой. На месте преступления она цедит слова полицейскому так робко, будто бы мышь. Причем по иерархии она выше него. Она из ФБР, а он из какой-то там полиции. Но она нервно пытается найти удостоверение и все так же избегает прямого взгляда. Вдумайся. Она формально главнее, а ведет себя как провинившийся стажер. Страх у нее не ситуативный, а нативный. Потом бродит по отелю, и тут ты уже кожей чуешь. Этот человек не создан для того ужаса, который вот-вот начнется. Ну а потом первый зомби. И тут Requiem делает то, за что я прям готов снять шляпу. Твое первое убийство — это акт в 2 позорных действия. Сначала ты тщетно пытаешься застрелить зомбака в упор и теряешь, оружие. Потом хватаешь какую-то кочергу и тычешь ей в табло. И это ни хрена не дает.
Ты просто бежишь, надеяться забиться в запертый кабинет, от которого только что нашел ключ. А зомби в итоге подыхает не от твоей пули и не от осколка стекла. Он вываливается из окна, и его убивает гравитация. Твой первый килл в игре вообще не твоя заслуга. И будто бы мало, тебя тут же похищает Виктор Гидеон, здоровяк, перед которым Грейс всего лишь котенок. 0 сопротивления. Тебя просто уносят. И только после всего этого ты приходишь в себя в Родерс Хроник Care Center. В очень странном медцентре, скажу я вам. Одна и без оружия. Улавливаешь, да? Беспомощность тут — это не старт с нуля. Это шкала, на которой ты уже в минусе. И вот тут игра знакомит тебя с тем, что будет ломать тебя еще долгое время. Фанаты ее уже окрестили коргой. Неубиваемая тварь, которая скользит по вентиляции и чердаку. И вот первая важная деталь. Она боится света. Это не просто ради пугалки, типа в темноте страшнее. Это работающая механика. Свет — твоя единственная передышка. В освещенной комнате корга не сунется. Ты можешь выдохнуть и подумать. Но вот в чем жопа. Весь прогресс, все ключи, все загадки игра прячет во тьме. И каждый раз игра ставит тебя перед одним и тем же садистским выбором. Остаться в безопасном свете и стоять на месте. Или шагнуть в черный коридор, где тебя ждут и разгадка, и смерть одновременно. И ко всему прочему, свет еще и ресурс. Редкий, хрупкий и всегда лежащий не там, где тебе надо. Грейс тут по сути безоружен. Все, что у нас есть, спрятаться, затаиться дыхание и молиться, чтобы корга проползла мимо. Дрожащие руки, рваное дыхание, камера, вжатая ей в плечо. Более того, Грейс, убегая от третьего лица, будет постоянно падать, спотыкаясь на ровном месте от паники. Помнишь Дженнифер из Clock Tower, которая точно так же запиналась в ужасе? Это буквально прямая отсылка на корни жанра. Все это фундамент, слой ужаса, на котором стоит вся серия. Корга страшна не сама по себе. Она страшна, потому что давит на беспомощную Грейс, а через нее на тебя. И вот если бы Реквием застрял здесь, это была бы просто добротная пряталка, каких сотен. Но игра не застревает. Потому что все, что ты сейчас увидел, лишь первая из 5 ступеней. Дальше Грейс начнет расти. Не рывком, а по-честному, шаг за шагом. Давай пройдем эту лестницу целиком. Кстати, про механики и прочие слои ужаса, этот разбор сушек по косточкам я веду у себя еще и в Телеграме. Там интересные рубрики, не вошедшее видео, опросы и ламповое комьюнити фанатов survival horror. Уникальное сообщество в ру-сегменте на 1700 человек, между прочим. Ссылка под роликом, залетай, там уютно и страшно. А мы на вторую ступень. Итак, ступень вторая. Появляется Леон Секси Кеннеди и вручает Грейс оружие с говорящим названием Реквием. И, кстати, а ты не задумывался, зачем Capcom вообще запихнула сюда Леона и нарезала игру на 2 линии, его и Грейс? И нет, это не фан-сервис ради галочки. И да, Леон — это зеркало контраста. Он уже прошел свою эволюцию 20 лет назад. Ветеран, который входит в комнату с монстром, как к себе домой. Он хищник по умолчанию. И игра специально ставит его рядом с Грейс, чтобы ты каждой клеткой чувствовал разницу. Вот кем она станет. Его линия — это не отдых от хоррора. Это постоянное напоминание, какой путь Грейс еще предстоит пройти. Леон — финишная черта, нарисованная прямо у тебя под глазами. Леон — финишная черта, нарисованная прямо у тебя перед глазами. Так вот, игра не вышвыривает тебя сразу к боссу. Наоборот, дальше идет долгий сегмент блужданий по клинике, в котором корга просто исчезает. Совсем. Ее тут нет. И это сделано специально, чтобы данная тебе пауза позволила выдохнуть и научиться драться. Потому что именно здесь начинаются первые прямые бои. 4 мини-босса. Мясник с кухни, жирная бродячая туша и 2 крикуньи. И заметь, это не просто какие-то там боксерские груши. Каждая из них учит тебя чему-то конкретно. Мясник с кухни — это урок дистанции. Пойдешь напролом — размажет. А если тихо проползти, то можно выжить. И ты учишься держать дистанцию. Жирная туша — урок терпения и экономики. Она толстая, в нее надо вложить прорву патронов, и игра проверяет, не запаникуешь ли ты, не высадишь ли весь боезапас сразу. А 2 крикуньи — это уже урок многозадачности. Первая Холли имеет рядом пару подсосов и демонстрирует, что бывает, если она закричит рядом с Грейс. Эдакая разминка, и причем опционально. Ее можно по стелсу обойти и никогда туда не возвращаться.
а вот вторая уже обязательно. Охраняет сюжетный предмет, да еще по скрипту поднимает 3 очень опасных зомбарей. Клиника — это по сути спортзал. Каждый бой — тренажер на отдельную мышцу. А теперь вспомни того первого зомби, который сдох, выпав из окна. В случае, если твой стиль прохождения полная зачистка, их всех ты валишь сам. Не окно и не случайность, а твоя рука и твой ствол. И вот тут наконец включается экономика патронов и крафт. Каждый выстрел еще на вес золота, но ты уже не прячущийся мышь. Ты боец-новичок, который учится. Ступень 3. Подвал. И вот тут игра возвращает каргу. Но уже немного не ту. Теперь она не крадется где-то там по вентиляции и потолку. Она идет за тобой в открытую, как обозленный и активный преследователь. И вот здесь происходит магия, ради которой все и затевалось. Неужели нельзя без этих фокусов? Одна и та же тварь. Вначале она вжимала тебя в стену и заставляла не дышать. А что сейчас? А сейчас у Грейс волына, опыт и понимание, как эта дрянь работает. Монстр не изменился. Изменился ты. Тот же страх, но он больше не парализует, а заводит. И это та обещанная прогрессия, которая показывает тебе не полоску здоровья где-то там в интерфейсе вверху экрана, а твое собственное ощущение роста от игры. Раньше ствол в руках Грейс трясся, сейчас почти нет. И дело не в том, что игра там подкрутила ей статы, что ты какие-то там стероиды все вхерачил. Дело в том, что ты, игрок, к этому моменту уже что-то доумеешь. Ты познаешь ее мувсет, ты чувствуешь тайминги противника. Ты не паникуешь вслепую. Игра отдает власть ровно в ту секунду, когда ты эту власть заслужил. И вот теперь верни в голову наш датчик страха. Пройдя цепочку квестов в подвале, вызволяя Эмили, мы выходим к вертолету. Смотри, как Грейс ведет себя с незнакомым человеком. Поза насторожена, взгляд из-под лобья, все еще не полная уверенность, но она уже чувствует, что может за себя постоять. И деталь, которую легко пропустить. Она прямо спрашивает пилота: «А не пиздишь ли ты часом?» Та девочка изначала, что не могла даже глаза поднять на копа, теперь в лоб допрашивает мужика вдвое крупнее себя. Стрелка датчика поползла вверх. И вот сегмент, где она подслушивает разговор Виктора с Зена. Помнишь, как она в клинике пряталась от Гедеона в кабинете? Паника, рваное дыхание, сердце в горле. А тут со спокойствием шпиона на задании выслушивает весь разговор от и до. Один и тот же типаж сцены, да? Грейс прячется и слушает. Но между ними целая пропасть роста. Ну а затем после церкви 4-я ступень. Прямой бой с каргой. Она идет на нее твердым, уверенным взглядом, с намерением, наконец, с ней покончить. И вот оно, ключевое отличие от дешевого приема. Дешевый хоррор просто сует тебе в руки дробовик: «На, теперь ты...» Аннигиляторная пушка! А Реквием так не делает. Реквием заставляет тебя выстрадать каждую ступень до этой. Поэтому, когда карга падает, ты не чувствуешь, что игра стала проще. Ты чувствуешь, что сильнее стал ты сам. Ну и настает наша последняя 5-я ступень — лаборатория. И сюда приходит уже совсем другой человек. Та девочка, что вначале дрожала от каждого скрипа вентиляции и не смогла убить даже одного зомби, теперь идет по коридору спокойно. Враги для нее не приговор, а препятствие. Она не выживает, она доминирует. Даже самая страшная пакость, лизун, уже не является чем-то ужасающим. Мы их гасим буквально пачками. Если что, по моим подсчетам, на нормале мы встречаем 10 лизунов. Вы только вдумайтесь. 10 боевых единиц биооружия, каждая из которых стоит $14 миллионов. Согласитесь, кто тут бета-охотник, еще надо разобраться, блядь. 150 лямов долларов ходячего кошмара, который в любой другой части было бы тем еще шилом в жопе, здесь просто расходник под ногами у бывшей кабинетной мышки. И вот тут, конечно, лорщики и душнилы мне сейчас скажут: стопэ. Но ведь линию Грейс хвалят именно за страх. Экшен же отдали Леону. И это правда. Но в этом-то и фокус. Финал ощущается как награда именно потому, что дно в самом начале было настоящим. И если бы тебя не трясло тогда, ее спокойствие сейчас не стоило бы ровным счетом ничего. И чтобы ты прочувствовал это до конца, представь, а что если бы Capcom дали нам играть не за Грейс, ну а скажем за Джилл или Клэр? 2 опытных персонажа, которые уже ту его кучу лет валят нежить. Кого им бояться? Это нежить боится их. Вся прогрессия бы схлопнулась, потому что им некуда расти.
Они пришли на финиш еще до старта. Сила финала за Грейс — это проценты по страху, которые ты вложил в него в самом начале. Нет вложения, нет-то и процентов, да? Вот поэтому Resident Evil ломает жанр. И это не приговор, это его эволюция. Страх кончился не потому, что игра сломалась, а потому что ты и Грейс выросли из него. Тот самый катарсис, то, ради чего ты вообще включал survival horror. Ну и завершаем подъем по нашим ступеням, выходя на последний пьедестал сцены после титров. Вспоминаем ту самую первую сцену, которую я просил запомнить. Сгорбленная Грейс, потупленный взгляд, разговор с начальником. А теперь смотри. Та же работа, тот же босс, вроде бы ничего и не поменялось. Но в этот раз Грейс сидит, мило общается с Леоном, ни о чем не парясь. Босс грозно окликивает ее, требует отчет, а она, мило улыбаясь, отвечает, что сейчас придет, не избегая зрительного контакта, не уходя в закрытую позу. Тот же кадр, тот же датчик, и стрелка, которая вначале лежала в самом низу, теперь спокойно держится на самом верху. Игра ничего не объясняет тебе словами, она просто показывает тебе одну и ту же сцену дважды. Она прошла свой путь и больше не испытывает страха. Помнишь, с чего я вообще начинал, да? Мистер Бейкер, Димитреску, вот это вот все. Давай теперь посмотрим на них новыми глазами. Каждая большая Resident Evil заставляет тебя убить неубиваемого. Мистер Икс гонял тебя по участку, а в финале второй части ты всаживаешь в него ракету. Бейкер казался бессмертным, ты его кончаешь. Димитреску возвышалась над тобой как башня, падает и она. Это ДНК всей серии. Ритуал, жертва, хищник, вшитый в ее генетику. Но заметь, чем Карга отличается от старших братьев не по сюжету, а по механике. Мистер Икс и Немезис — это грубая сила в лоб, огромный мужик, который просто идет за тобой по прямой. И вся игра успеет добежать до сейфрума. А Карга? А что Карга? Она лезет по вентиляции, по стенам, по потолку и завязана на свет. То есть давит на тебя не скоростью, а вездесущностью. От Мистера Икс ты можешь легко убежать. От Карги ты не можешь убежать в принципе. Неправда, конечно. Давай ты этого не слышал. Можно только правильно распорядиться светом и тьмой. Это тот же ритуал, жертва, хищник, но собранный из более хитрых, более современных деталей. И Карга с Грейс — это новейшая и, пожалуй, самая чистая запись всей этой формулы. Потому что здесь эволюцию проходит не брутальный коп и не суперсолдат. Ее проходит кабинетная девочка-аналитик, которая вначале не могла убить даже одного зомби. И именно поэтому путь от жертвы до хищника виден так отчетливо, как никогда раньше. Так что, арка Грейс доказывает простую вещь, о которой мы все иногда забываем. Настоящая сушка — это не про вечную беспомощность. Беспомощность — это только самый старт. Это пол, от которого нужно оттолкнуться. А весь жанр — это про развитие. Про то, как страх превращается в мастерство. Как жертва встает с колена и берет стол не потому, что ей его подарили, а потому что она его заслужила, пройдя ступень за ступенью. Реквием сломал хоррор, чтобы взять и реконструировать его заново. И если копнуть, вырисовывается лестница, по которой жанр ведет тебя на самый верх. Скример пугает твой рептильный мозг. Беспомощность учит бояться осознанно. Становление превращает этот страх в силу. Про первую ступень, именно про скримеры, я делал отдельный ролик, в котором разобрал биологию нашего страха. До встречи, выжившие!